Турине под землей тянутся глубокие подземелья, связывающие Королевский дворец и собор Иоанна Крестителя. Именно там, в стерильной камере с контролируемым микроклиматом, хранится самый пугающий, самый изученный и самый спорный объект в истории человечества. Это не золото. Это не алмазы короны. Это не схемы утраченного оружия древности. Это всего лишь кусок старой, хрупкой льняной ткани. Длина — 4 метра 42 сантиметра, ширина — 1 метр 13 сантиметров. Переплетение у ткани характерное, сложное, диагональное. Рыбья — кость или елочка. 3:1. От времени полотно пожелтело, на нем видны шрамы истории. На нем заметны следы страшного пожара 1532 года в Шамбери. На нем остались прожоги от капающего расплавленного серебра. На нем есть разводы от воды, которые тушили тот пожар. На нем следы грубых треугольных заплат, сделанных дрожащими руками монахинь-клариссинок, пытавшихся спасти святыню. Но главное на полотне не это. Если подойти ближе и посмотреть сквозь пуленепробиваемое стекло толщиной 5 сантиметров, заполненное инертным аргоном, чтобы исключить любое окисление, вы увидите тени. Это слабые, едва различимые желтовато-бурые пятна. Вблизи они кажутся хаотичными, но стоит отойти на шаг, и пятна складываются в образ, в пугающе реалистичный, анатомически безупречный, почти стереоскопический образ обнаженного мужчины. Он лежит со скрещенными руками. Есть вид спереди, есть вид сзади. Это Туринская плащаница. Для миллионов верующих это погребальный саван Иисуса Христа. Для них это единственное материальное свидетельство воскресения. Для них это пятое Евангелие, написанное кровью. Для скептиков это гениальная, непревзойденная средневековая подделка. Для скептиков ее мог создать Леонардо да Винчи. Для скептиков ее мог создать неизвестный мастер, обманывавший доверчивых паломников. Спор длится уже 600 лет. Аргументы веры раз за разом разбивались об аргументы разума. Аргументы разума раз за разом разбивались об аргументы веры. Но в 21 веке время догадок и философских диспутов закончилось. В игру вошла жесткая инструментальная наука. В игру вошла бескомпромиссная криминалистика. В игру вошли генетика, спектроскопия, физика высоких энергий. Технологии позволили сделать то, о чем раньше нельзя было и мечтать. Мы перестали смотреть на плащаницу как на икону. Мы посмотрели на нее как на место преступления. Мы посмотрели на нее как на ключевую улику в нераскрытом деле. Мы посмотрели на нее как на биологический жесткий диск, где записана информация. Ученые решили секвенировать ДНК, найденную на ткани. Ученые решили просветить каждое волокно рентгеном. Ученые решили разобрать пятна крови на молекулы и атомы. Они ожидали увидеть следы одного человека. Они ожидали увидеть следы краски средневекового художника. Но то, что показал генетический анализатор в лабораториях университета Падуи, оказалось иным. То, что увидели физики в закрытых лабораториях Энеа, оказалось еще более странным. Исследователи побледнели. Результаты не просто удивили. Результаты разрушили существующие теории. Они ударили и по атеистическим версиям. Они ударили и по классическим религиозным объяснениям. Плащаница оказалась не просто тканью. Плащаница оказалась картой. Она стала картой путешествия длиной в 2000 лет. Она стала картой страданий, которые невозможно имитировать. Она стала картой вспышки энергии, природа которой неизвестна современной физике. Мы начинаем самое масштабное расследование в истории криминалистики. Мы пройдем по следу невидимых молекул пыльцы.
Мы выясним, чья кровь на самом деле пропитала эти нити. Мы разберемся, почему эта кровь кричит о пытках языком биохимии. Мы разберем физику изображения, которое называют и негативом, и голограммой, и рентгеновским снимком одновременно. Мы ответим, почему результаты ДНК-анализа заставили ученых признать, артефакт не мог быть создан в Европе. Мы ответим, почему он мог быть свидетелем событий, меняющих картину мира. Чтобы понять настоящий шок от современных ДНК-анализов, нужно вернуться к нулевому километру синдонологии. Нужно вернуться к моменту, когда мир впервые по-настоящему увидел лицо, скрытое в тенях льна. Это произошло 28 мая 1898 года в Турине. Адвокат, член городского совета и фотограф-любитель секондопия получил высочайшее разрешение короля Умберто I. Он должен был сделать первый в истории фотоснимок реликвии. Съемка происходила во время редкого публичного выставления, приуроченного к торжествам. В конце XIX века фотография была искусством сложным и громоздким. Пиа установил камеру, похожую на чемодан, на высоких лесах. Он использовал мощные магниевые вспышки и лампы, чтобы пробить полумрак собора. Он сделал 2 снимка. Он снял их на большие стеклянные пластины 50 на 60 сантиметров. Поздно ночью, в своей домашней лаборатории, при тусклом красном свете фонаря, он опустил пластину в ванночку с проявителем. И в этот момент он едва не выронил бесценный негатив. Он едва не выронил его от мистического ужаса. На негативе проявилось то, чего не должно было быть. Там, где белое должно было стать черным, а черное — белым, проступил непризрачный расплыв. Вместо бледного пятна, которое видит глаз на ткани, проявился четкий контрастный позитив. Проявился портрет. Проявилось лицо. Глубоко посажены закрытые глаза. Нос выглядит сломанным. Видны усы. Видна раздвоенная борода. На правой скуле заметны кровоподтеки. И при этом выражение лица величественное, спокойное и почти властное. Это лицо человека, который только что прошел через физический ад. Это был шок. Это было смещение реальности. Обычный рисунок, выполненный красками, углем или кровью, на негативе остается негативом. Светлые участки превращаются в темные. Темные участки становятся светлыми. Лицо на негативе превращается в маску, а плащаница на негативе выглядела как настоящая черно-белая фотография живого человека. Это означало одно. И этот факт до сих пор не могут опровергнуть ни скептики, ни фальсификаторы. Само изображение на ткани, которое мы видим невооруженным глазом, является негативом. Кто в Средневековье, в X или XIV веке, знал о принципе фотографии и обращении света? Никто. Кто мог нарисовать идеальный негатив, не имея возможности проверить результат? Никто. Ведь фотографию изобретут лишь в XIX веке. Более того, человеческий мозг и глаз физиологически не способны воспринимать и воспроизводить мир в негативе с такой точностью тонов и теней. Это стала первая загадка. Это стала первая трещина в стене скептицизма. Плащаница вела себя не как картина. Плащаница вела себя как фотопластинка. Казалось, на ней запечатлен момент. С тех пор полотно просвечивали рентгеном. Его изучали ультрафиолетом. Его проверяли инфракрасными лучами. Его сканировали лазерами. Но главный секрет скрывался не в видимом изображении. Он скрывался в грязи. Он скрывался в пыли. Он скрывался в микроскопических частицах, невидимых глазу. Эти частицы застряли между волокнами льна за 2000 лет странствий. Наличие индийской и китайской ДНК стало черной меткой для теории средневековой европейской подделки. Ни один фальсификатор XIV или XV века физически не мог бы собрать пыль и генетические следы людей из регионов,
о которых он имел лишь смутное представление из рассказов путешественников. Он не мог бы намеренно засеять ткань такими маркерами, чтобы обмануть генетиков XXI века. ДНК на плащанице оказалась коллективной памятью человечества. Это была пыль с сандалий и одежд тысяч людей, которые смотрели на это лицо на протяжении веков. Она доказывала древность объекта и его восточное происхождение надежнее любого радиоуглеродного анализа. Но человеческая ДНК составляла лишь половину биологической истории. Вторая половина была связана с растениями. Этим занялась полинология, наука о пыльце. Известный израильский ботаник профессор Авинуам Данин из Еврейского университета в Иерусалиме и швейцарский криминалист Макс Фрей провели независимое исследование. Они изучили пыльцу, застрявшую глубоко в структуре льняной ткани, используя специальные липкие ленты для отбора образцов. Их выводы стали сенсацией. На плащанице была обнаружена пыльца 58 видов растений. 17 из них произрастают в Европе, что полностью соответствовало последним 6 векам ее истории. Большинство остальных видов относились к растениям Ближнего Востока, Малой Азии и степей Анатолии, что соответствовало маршруту через Эдессу и Константинополь. Но особый интерес вызвала группа эндемиков, растущих исключительно в узкой зоне между Иерусалимом и Иерихоном. Главной уликой стало растение Гунделия турнефортии. Это колючий кустарник, разновидность чертополоха. Его пыльца составляла почти половину всех найденных образцов. Такая концентрация была аномальной. Возникал вопрос, почему именно это растение? Ответ был найден в евангельских описаниях страстей Христовых — терновый венец. Именно из Гунделия турнефортии, имеющей длинные, твердые, как иглы, шипы, римские солдаты могли сплести венец для царя Иудейского. Это растение цветет в окрестностях Иерусалима весной, в период Песаха. Наличие огромного количества его пыльцы, особенно в области головы и плеч на ткани, указывало на прямой контакт с этим растением. Вторым важным эндемиком стало растение Zygophyllum dumosum. Оно растет только в Иудейской пустыне и на Синае. Его пыльца также была обнаружена в значительных количествах. Ни один средневековый мастер во Франции не мог бы добыть пыльцу растений, произрастающих исключительно в Израиле, и микроскопически нанести ее на ткань. Фальсификатор нарисовал бы кровь. Пыльца же являлась невидимой печатью места. Она была биологической геолокацией, которую невозможно подделать. Долгое время скептики утверждали, что красные пятна на плащанице являются краской. В качестве версий назывались охра, киноварь или темпера на желатиновой основе. Но в 2017 году группа итальянских исследователей под руководством профессора Джулио Фанти из Университета Падуи совместно с медиками больницы Триеста применила электронную просвечивающую микроскопию атомного разрешения и романовскую спектроскопию. Ученые заглянули внутрь пятен на наноуровне. Они увидели не пигмент, они увидели кровь. Это была человеческая кровь группы АБ. Самая редкая группа. Та же группа обнаружена на других древних христианских реликвиях. Но кровь была необычной. В ее составе были выявлены наночастицы креатинина и ферритина, связанные с гемоглобином. Такая концентрация возникает только при тяжелейших травмах. Она характерна для длительных пыток, сопровождающихся обезвоживанием и разрушением мышечной ткани. При рhabdomиолизе мышцы распадаются, и креатинин выбрасывается в кровь в смертельных дозах. Это был биохимический крик боли. Анализ показал, что человек, в которого была завернута ткань, не просто умер. Он был подвергнут жестоким избиениям еще до распятия.
Это полностью совпадало с евангельским описанием бичевания римскими флагрумами, кожаными плетьми со свинцовыми шариками. На теле было зафиксировано более 100 ударов. Химический состав крови рассказывал историю агонии, которую невозможно нарисовать. Художник может изобразить рану. Он не может изобразить молекулярный профиль крови человека в состоянии полиорганной травмы, уремии и гиповолемического шока. Кроме того, кровь на ткани сохранила красноватый оттенок. Это долго смущало исследователей, так как древняя кровь обычно темнеет. Анализ показал высокий уровень билирубина, вещества, выделяющегося при сильнейшем стрессе и травмах. Билирубин консервирует красный цвет крови на века. Это не мистика. Это биохимия экстремального стресса. Но оставался вопрос, который долгие годы считался решенным. Радиоуглеродный анализ 1988 года. Тогда 3 ведущие лаборатории мира в Оксфорде, Цюрихе и Аризоне пришли к выводу с вероятностью 95%. Ткань датировалась периодом между 1260 и 1390 годами. Средневековье. Подделка. Мир поверил. Даже церковь приняла этот вывод, назвав плащаницу иконой. Но спустя десятилетия стало ясно, где была допущена фатальная ошибка. Ошибка радиоуглеродного анализа 1988 года оказалась связана не с приборами, а с образцом. Для датировки был взят кусок ткани с самого края плащаницы. Именно с того участка, который веками держали руками, который сильнее всего загрязнялся и многократно ремонтировался. Химик Рэй Роджерс доказал, что в этом месте присутствуют хлопковые волокна, краситель ализарин и следы гумиарабика, что указывало на средневековую реставрацию методом незаметной штопки. Таким образом, датировали не саму плащаницу, а позднюю заплатку. В 2022 году был применен новый метод датировки — широкоугольное рентгеновское рассеяние, измеряющее старение целлюлозы на атомном уровне. Результаты показали, что структура льна плащаницы не соответствует средневековым тканям и совпадает с образцами I века нашей эры, найденными в том числе в крепости Масада в Израиле. Однако главный вопрос остался открытым. Как возникло изображение? На ткани нет краски, пигмента или чернил. Изображение затрагивает только поверхностные фибрилы волокон на глубину около 200 нанометров и представляет собой результат окисления и дегидратации целлюлозы. Единственный лабораторный способ получить схожий эффект — кратчайший импульс вакуумного ультрафиолета колоссальной мощности. Расчеты показали, что для формирования изображения тело должно было на долю мгновения стать источником излучения, преобразовав материю в энергию. Трехмерный анализ подтвердил, что интенсивность изображения зависит от расстояния между телом и тканью, что невозможно воспроизвести художественными средствами. Были обнаружены следы монет времен Понтия Пилата на веках, иерусалимская пыль на коленях и ступнях, анатомически точные раны в запястьях и неврологические реакции, неизвестные средневековой медицине. Совокупность генетических, ботанических, химических, физических и исторических данных указывает на Иерусалим и период между 30 и 33 годами нашей эры. Плащаница остается уникальным артефактом, который невозможно ни воспроизвести, ни окончательно объяснить, и который продолжает бросать вызов возможностям современной науки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.